Всем огромный привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня с вами будем готовить очень легкий и очень летний десерт из клубники и печенья. Только два ингредиента, ну, конечно же, не считая масла, сахара, желатина, орехов и крахмала. Сейчас я вам расскажу, что это за десерт. Выпекать мы его не будем, готовится очень быстро. Нам понадобится полкило клубники. Я ее разделила, потому что одну часть мы будем измельчать в блендере, а вторую часть мы будем резать на части. Я взяла 100 грамм сахара, но это нам понадобится для клубники, но еще нам нужно будет 100 грамм сахара для крема. Где-то столовая ложка чуть больше с горкой крахмала кукурузного. Здесь у меня 1,5 столовые ложки желатина. Я замочила его предварительно в 50 граммах воды. Немножко орешков взяла. Здесь орешки, семечки, такой микс. И грамм 30-40 сливочного масла. 300 грамм у меня печенье. У меня сегодня вот такое в шоколаде печенье. Можно брать совершенно любое на ваш вкус. И также у меня 400 грамм сметаны, я ее вот в марлечку положила, и она у меня стекает, лишняя влага, для того, чтобы потом приготовить крем. С чего мы начинаем наш процесс приготовления? Мы начнем с того, что мы будем измельчать печенье в блендере. Вот так я буду его сюда крошить по кусочкам, и по частям я буду его измельчать. Оговорюсь еще, что масло сливочное я достала заранее, оно должно быть мягким. Вот я измельчила почти большую половину печенья, мне этого достаточно. Значит, смотрите, 300 грамм для моей формы, у меня будет вот такая форма, поэтому для дна мне достаточно, не надо сильно толсто. Вы ориентируйтесь по своей форме. Значит, где-то это, я напишу по граммовку точно, около 200 грамм. Теперь сюда я отправляю пару столовых ложек воды, добавлю. Она все-таки будет нам скреплять наше печенье, крошку нашу. И немножечко орехов для вкуса. Перемешаю это все. И добавлю сюда наше масло. И тоже все это перемешаю. Я все перемешала. Теперь я беру форму, беру стаканчик, так, пленочку расправляю и формирую дно. То есть давлю стаканчиком и формирую. Либо руками, либо стаканом, кому как удобно. Можно и руками, очень хорошо вылазит. Зараза. Наша пленка. Ладно, буду без пленки. Вот так, смотрите, даже еще без пленки лучше. Вообще, когда ацетатная, она достаточно плотная, поэтому тогда удобнее. Вот так, формируем бортики такие, ну, где-то сантиметра, наверное, 2 высотой. Они очень хорошо формируются, очень податливое наше тесто, так сказать. Вот таким образом. А потом можно стаканчиком еще утрамбовать. Масло сильно расплавилось, жарко дома, поэтому оно цепляет. Вот так руками просто, не бойтесь. Смело делайте вот это. Все. Теперь наше дно, основа нашего будущего десерта я отправляю в холодильник. Для того, чтобы оно схватилось. А мы займемся клубничкой. Теперь я беру кастрюлю и нашу одну часть клубники отправляю в кастрюлю. Я ее уже от хвостиков очистила. И я теперь в кастрюле прямо буду перебивать ее блендером. Отправляю сюда 100 грамм сахара. Включаю газовую плиту. Ставлю на газ. И теперь я эту массу буду подваривать, пока не растворится сахар, пока не закипит. Как только закипит наше пюре клубничное, я дам ему минуты 2-3 покипеть, и потом расскажу, что будет дальше. Пока будет закипать клубничка, я нашу оставшуюся клубничку буду нарезать на 4 части.
Пюре клубничное у нас кипит с сахаром. Клубничку я уже тоже нарезала на 4 части. Теперь я разведу наш крахмал в водичке, потому что мы будем его вводить в нашу кипящую клубничку. Развожу в водичке, чтобы он у нас не свернулся. И тем временем я еще поставила водичку для того, чтобы наш желатин распустить, чтобы мы его на водяной бане подогрели. Он у нас уже набух. Теперь я ввожу сюда крахмал. Вот так, чтобы заварился наша клубничка. Своего рода конфитюр. Вот так быстренько заваривается. Минутку покипит, начнет бурлеть. И мы выключим. Я выключила наше пюре с крахмалом. Желатин уже растворился на водяной бане. Теперь я его отправлю к нашему пюре. Аккуратненько возьму и потихонечку введу его сюда тонкой струйкой и буду размешивать. Вот так. И сразу же сюда следом я отправляю наши нарезанные ягоды. И все перемешиваю тщательно. Основу я достала из холодильника. И теперь нашу массу я перелью в нашу основу. Вот так. Вот видите, как раз ровненько по бортам и получилось. Теперь я оставлю это, чтобы оно полностью остыло до комнатной температуры, и отправлю в холодильник на пару часов. Прежде чем поставить в холодильник, меня посетила еще одна идейка. Можно вот так вот еще взять пару клубничек, разрезать пополам и выложить их вот так вот по кругу, а краешек оставить для того, чтобы мы потом с вами сметанку с сахаром собьем и сделаем как клубнику со сливками. Ну, это не обязательно, хотя можно, если вы будете без сливок сделать, вообще сделать просто по кругу. Будет очень красиво. Ну, вот теперь уже вот в таком виде мы дадим остыть и отправим в холодильник на пару часов. Вот утро следующего дня я достала наш кейк, назовем его так, клубничный кейк, из холодильника. Он хорошо застыл. Нам надо сейчас с вами нашу отцеженную сметану с сахарной пудрой взбить. Ну, вы можете сметану заменить, конечно же, сливками. Тогда будет клубника со сливками. Это вообще идеальный вариант. Но если нету сливок, тогда подойдет сметана. И очень хорошо будет с мороженым подавать этот кейк. Сейчас я аккуратненько вот так вот подсыплю, что называется, наш кейк. И буду доставать его из формы. И собью сахарную пудру со сметаной. Ну, вот 3 минуты где-то я повзбивала, получился вот такой прекрасный крем. Сейчас я его буду перекладывать в кондитерский мешок. Очень легко достается. Вот я снимаю форму. Ничего не остается. Сейчас я переложу на подставку. Аккуратно. И буду украшать, и потом вам покажу, что получилось в разрезе и целиком. Вот я выложила наш кейк на блюдо, украсила его кремом. И сейчас мы будем его разрезать. Покажу вам, какой он получился в серединке. Жарко, поэтому смотрите. И вот здесь, в серединке. Прекрасно. Он хорошо схватился. И получился у нас клубника с шоколадным печеньем и с кремом. Это очень вкусно. Готовьте, пожалуйста, с удовольствием. В летний жаркий день это прекрасный десерт. Особенно с мороженым подавайте его. Всего вам самого хорошего. Заглядывайте на мой канал, я буду радовать вас новыми идеями и рецептами. Делитесь, пожалуйста, этим видео, если оно вам понравилось. До скорых встреч, друзья!